Природа часто преподносит нам уроки, которые невозможно найти в учебниках, и открывает истины, скрытые от рационального человеческого ума. Мы привыкли делить мир на наш, цивилизованный, и их, дикий, опасный и отстраненный. Но порой эти параллельные прямые пересекаются самым невероятным образом. Эта история началась не в дремучем лесу и не на страницах фантастической повести, а на заднем дворе самого обычного загородного дома, где жила дружная семья, мама, папа и их маленький сын по имени Отто. Именно здесь зародилась дружба, которая заставила тысячи людей по всему миру поверить в чудо. Все началось в один из самых обычных дней, когда глава семейства занимался привычными делами в саду. Шум газонокосилки, шелест листьев и теплое весеннее солнце создавали атмосферу полного покоя. Но вдруг в густой траве что-то зашевелилось. Мужчина подошел ближе и увидел крошечное, истощенное существо. Это был совсем молодой вороненок. Малыш выглядел жалко. Перья взъерошены, крылья бессильно опущены, а в круглых черных глазах застыл неподдельный ужас перед огромным миром. Он был настолько слаб, что не мог даже подняться на лапки, не говоря уже о том, чтобы взлететь. Мужчина огляделся по сторонам, пытаясь отыскать глазами гнездо или взрослых птиц, которые могли бы заступиться за своего птенца. Но небо было пустым, а в кронах деревьев царила тишина. Никаких следов родителей. Вороненок остался совершенно один, лицом к лицу со скорой гибелью. Понимая, что птице нужна профессиональная помощь, супруги немедленно связались с местной службой реабилитации диких животных. Однако ответ специалистов оказался холодным душем. Оставьте птицу в покое, позвольте природе идти своим чередом. На языке закона джунглей это означало лишь одно – бросить беспомощного малыша умирать от голода или в лапах хищников. Но человеческое сердце работает по другим законам. Взглянув на этот крошечный живой комочек, семья поняла, что просто не сможет спать по ночам, если уйдет и закроет за собой дверь. Было принято твердое решение – спасти во что бы то ни стало. Так в доме появился новый жилец, которого назвали Расселом. Первые дни были самыми трудными. Рассел требовал круглосуточного внимания, заботы и особого питания. Члены семьи по очереди кормили его из пинцета, следили за тем, чтобы у него всегда была свежая вода, и бережно обрабатывали его слабые крылья. Маленький ворон, словно понимая, что эти огромные двуногие существа желают ему только добра, перестал сжиматься от страха и начал с благодарностью принимать помощь. День за днем, благодаря безграничной любви и правильному уходу, Рассел начал преображаться. Его перья приобрели здоровый, глубокий черный блеск с благородным отливом. Лапы окрепли, а в движениях появилась былая уверенность. Настал день, когда Рассел впервые расправил крылья и, оттолкнувшись от земли, легко взмыл в воздух. В этот момент у хозяев дома сжалось сердце. Они понимали, что Рассел – дикая птица. Спасая его, они преследовали лишь одну цель – вернуть его небу. Спасители были полностью готовы к тому, что, почувствовав вкус свободы и силу собственных крыльев, ворон улетит к своим сородичам и больше никогда не вернется. Они вышли во двор, затаив дыхание, и смотрели, как их воспитанник делает круги над участком. Но у Рассела, как оказалось, были совершенно другие планы на эту жизнь. Рассел не улетел. Свобода была прекрасна, но дом, где его спасли, стал для него настоящей родиной, а люди его стаей. Однако среди всех членов семьи ворон выбрал одного особенного человека, к которому привязался всей своей птичьей душой. Этим человеком стал маленький Отто. Между маленьким мальчиком и дикой птицей возникла невидимая, но невероятно прочная ментальная связь, объяснить которую с точки зрения науки просто невозможно. Рассел буквально превратился в тень Отто. Стоило мальчику переступить порог дома и выйти на улицу, как откуда-то сверху с радостным криком опускался его верный крылатый страж. Их совместные прогулки превратились в ежедневный ритуал, за которым с умилением наблюдала вся округа. Когда Отто берет свой любимый самокат и начинает весело кататься по дорожкам вокруг дома,
Рассел не летит над ним. Он забавно прыгает следом на своих двоих, стараясь не отставать ни на шаг. Когда Отто садится в песочницу, чтобы поиграть со своим игрушечным экскаватором, Рассел устраивается рядом. Более того, ворон активно включается в строительный процесс. Он находит во дворе маленькие красивые камешки, аккуратно берет их в клюв и бережно складывает прямо в ковш или кузов игрушечной машины Отто. Это не просто инстинкты. Это самое настоящее, осознанное сотворчество и игра. Границы их доверия поражают. Дикие вороны по своей природе крайне осторожны и подозрительны. Они редко подпускают к себе человека близко. Но для Отто Рассел сделал исключение. Ворон позволяет мальчику нежно гладить себя по голове и перебирать перышки. Интересно, что это исключительная привилегия ребенка. Стоит маме Отто попытаться протянуть руку и погладить птицу, как Рассел тут же проявляет характер. Он мгновенно взлетает, демонстрируя, что его доверие нужно заслужить, и оно принадлежит только его лучшему другу. Вскоре Рассел стал неотъемлемой частью не только уличных игр, но и всей семейной рутины. Он взял на себя обязанности личного телохранителя маленького Отто. Каждый день, когда мама отправляется в детский сад, чтобы забрать сына домой, она знает, они под надежной охраной. Рассел часто летит следом или уже ждет их у здания сада, восседая на одной из ближайших крыш. Его внимательные черные глаза зорко следят за каждым шагом мальчика, пока тот благополучно не переступит порог родного двора. Но самое удивительное происходит тогда, когда Отто приходится заходить внутрь дома, куда Расселу, казалось бы, путь закрыт. Ворон категорически отказывается оставаться в одиночестве на улице. Он подлетает к окну, садится на подоконник и начинает настойчиво стучать клювом по стеклу, призывая своего друга вернуться. Иногда семья уступает настойчивости своего пернатого друга и впускает его внутрь. В эти моменты Рассел ведет себя как абсолютно домашний питомец. Он может вальяжно устроиться на мягком диване прямо рядом с Отто, затихнуть и вместе с ним увлеченно смотреть мультфильмы по телевизору. В такие минуты кажется, что под черным перьевым покровом скрывается душа преданного пса или ласкового ребенка, который просто хочет быть частью общего семейного тепла и уюта. Было бы ошибкой думать, что Рассел – это просто тихая и послушная птица. Вороны славятся своим невероятным интеллектом, изобретательностью и, конечно же, потрясающим чувством юмора, порой граничащим с откровенным хулиганством. Рассел – настоящий комедийный персонаж с ярким озорным характером. С появлением в семье младшего сына по имени Хедвиг у ворона появилось новое, весьма специфическое хобби. Хедвиг еще совсем мал и часто ходит с пустышкой. Для Рассела эти яркие силиконовые соски стали главным объектом вожделения и охоты. Ворон превратил это в настоящую шпионскую игру. Он может долго и совершенно неподвижно сидеть в засаде, выжидая идеальный момент. Стоит маме на секунду отвернуться или Хедвигу выронить пустышку изо рта, как Рассел стремительной черной молнией пикирует вниз, изящно хватает добычу клювом и уносится прочь, оставляя домочадцев в легком шоке и вызывая у Отто взрывы хохота. Достается от пернатого проказника и другим четвероногим обитателям дома. Местные собаки и кошки, которые привыкли считать себя хозяевами территории, теперь вынуждены постоянно оглядываться. Рассел обожает их дразнить. Его излюбленная тактика – подскочить на лапках к мирно спящему псу на расстоянии вытянутого носа, дождаться, пока тот откроет глаза, и в ярости попытается его поймать, и в самой последней миллисекунда легко взмыть в воздух, оставляя собаку ни с чем. Эти веселые провокации держат в тонусе весь дом и не дают скучать никому. Жизнь под одной крышей с Расселом принесла в эту семью то, что невозможно купить ни за какие деньги. Искренний смех, бесконечную радость и глубокое осознанное чувство единения с живой природой. Каждый день, проведенный рядом с этой удивительной птицей, напоминает взрослым и учит детей тому, что любовь, преданность и доверие не имеют видовых границ. Они не требуют знания человеческого языка.
Достаточно языка добрых поступков и открытого сердца. Конечно, родители Отто остаются реалистами. Они прекрасно понимают, что Рассел – свободный сын неба, дикая птица, чей дом – весь этот огромный мир. Возможно, придет день, когда зов предков окажется сильнее домашнего уюта. Рассел найдет себе пару и улетит глубоко в леса, чтобы свить собственное гнездо. Но пока этот день не наступил, семья бережно хранит и ценит каждую минуту, проведенную вместе с их крылатым ангелом-хранителем. Эта история – живое доказательство того, что самые неожиданные и странные на первый взгляд союзы могут принести в нашу жизнь наибольшее счастье. Стоило однажды не пройти мимо чужой беды, протянуть руку помощи слабому, и мир отплатил сторицей, подарив маленькому мальчику друга, вернее, и преданнее которого трудно себе вообразить.